Неслихан Атагуль снова в центре внимания. На этот раз причина не в новом сериале, не в громком скандале, а в самом важном событии ее жизни – рождении сына. Но весь интернет обсуждает не только это. Как зовут малыша? Правда ли, что актриса хотела назвать его в честь Бурака Озчивита или Кемаля-героя из их культового сериала «Черная любовь»? А главное, почему она так долго скрывала его лицо? Сегодня мы разберемся, откуда пошли слухи, что связывает ее с Бураком на самом деле, и какое имя она в итоге выбрала для своего первенца. Будет интересно, не переключайся. Неслихан Атагуль родилась 8 августа 1992 года в Стамбуле. С раннего возраста она мечтала стать актрисой, и ее путь к славе начался с незначительных ролей, которые со временем превратились в масштабные проекты. Настоящий взлет в карьере Неслихан произошел после выхода на экраны сериала «Черная любовь». В этом проекте она сыграла главную героиню Нихан. Именно эта роль принесла ей всемирную известность и любовь миллионов зрителей. Особую популярность сериал получил благодаря невероятной химии между Неслихан и ее партнером по съемкам Бураком Озчивитом. Их экранная любовь тронула сердце миллионов, а сам сериал до сих пор остается одним из самых обсуждаемых и любимых во многих странах мира. С этого момента Неслихан стала не просто актрисой, а настоящей иконой турецкого телевидения. После выхода сериала «Черная любовь» многие фанаты поверили, что чувства между Неслихан и Бураком были настоящими не только на экране. Их образы Нихан и Кемаля стали символом идеальной любви, и зрители мечтали увидеть продолжение этой истории уже в реальной жизни. Социальные сети, фанатские страницы и обсуждения на форумах были переполнены надеждами. Когда же будет свадьба? Неужели они действительно пара? С каждым днем поклонники все больше верили, что Неслихан и Бурак созданы друг для друга. Но реальность оказалась совсем другой. У каждого из них уже была настоящая любовь. Бурак строил отношения с Фахрие Эвджен, а Неслихан была рядом с Кадиром Дагулу. И все же, несмотря на это, миллионы продолжали мечтать, будто бы экранная любовь перерастет в настоящую. Они хотели видеть в Неслихан и Бураке не только актеров, но и пару, которой суждено быть вместе и за пределами съемочной площадки. Со временем слухи стали только нарастать. Говорили, что чувства между Неслихан и Бураком не ограничивались сценарием. Многие утверждали, что актриса действительно влюбилась в своего партнера, но он отверг ее, чтобы сохранить отношения с Фахрие Эвджен. Однако были и другие версии. Некоторые источники сообщали, что симпатия между Неслихан и Бураком была взаимной. Но их вторые половинки Кадир и Фахрие все чувствовали и не смогли сдержать эмоций. На съемочной площадке, как утверждают очевидцы, происходили напряженные моменты. Ревность, недоверие и холодные взгляды – все это мешало работе. Доходило даже до того, что между парами возникали серьезные конфликты прямо на съемках. В конечном итоге актеры поняли, продолжать совместную работу невозможно. После завершения сериала «Черная любовь» Неслихан и Бурак не просто разошлись по своим проектам, они полностью прекратили любые отношения, даже профессиональные. Фанатам ничего не оставалось, кроме как принять этот разрыв, несмотря на всю боль и разочарование. С окончанием сериала мечты фанатов о любви Неслихан и Бурака начали медленно угасать. Но надежда все еще теплилась. Многие верили, что судьба может снова свести их вместе. Однако с каждой новой беременностью Фахрие Эвджен, жены Бурака Озчивита, стало все яснее. Эта история осталась лишь в рамках экрана. Семейные фото, теплые слова в интервью и рождение детей показали, что Бурак счастлив в браке. Когда Неслихан тоже объявила о своей беременности, все встало на свои места.
Мечты и фантазии окончательно рассыпались, уступив место реальности. У каждого из них своя жизнь, свои чувства, свои семьи. Неслихан и Кадир тоже стали примером крепкой пары. И если раньше фанаты пытались представить Неслихан рядом с Бураком, то теперь все изменилось. Все начали уважать их выбор и личное счастье. Потому что любовь – это не то, что на экране. Любовь – это то, что ты строишь в жизни день за днем. Настоящее счастье в жизни Неслихан Атагуль пришло в начале этого года, когда она стала мамой. Рождение сына стало одним из самых радостных и трогательных событий в ее жизни. Актриса не скрывала, что мечтала о материнстве, и теперь ее мечта осуществилась. Несмотря на все догадки и слухи, Неслихан и ее муж Кадир Дагулу сначала не стали делиться подробностями. Они наслаждались этим моментом в тишине, вдали от камер и лишнего внимания. Поклонники с нетерпением ждали новостей, а актриса лишь изредка намекала, что все хорошо и малыш растет здоровым. Но имя ребенка и его фото оставались в секрете, вызывая еще больше интереса и обсуждений в сети. Фанаты ждали, пресса гадала, а Неслихан продолжала хранить эту часть своей жизни только для себя и своей семьи. И это было ее право мамы, которая хочет защитить своего малыша от лишнего шума и взглядов. Пока Неслихан и Кадир хранили молчание, интернет буквально взорвался от догадок. Одни уверяли, что актриса назовет сына Кемалем в честь своего героя из «Черной любви». Другие были уверены, что имя будет Бурак, ведь этот человек сыграл ключевую роль в ее карьере и жизни. Но были и те, кто понимал, Неслихан не пойдет на такой шаг, ведь это могло бы задеть чувства ее супруга Кадира. И в то же время, все больше фанатов верили, что имя малыша будет иметь скрытый смысл, не просто красивое, но значимое. 2 недели поклонники гадали, обсуждали, спорили. И вот, однажды, Неслихан опубликовала первую фотографию своего сына. На снимке его лицо было прикрыто ее рукой, но самое главное было в подписи. Она написала: «Его зовут Азиз». Имя Азиз имеет арабские корни и означает «уважаемый», «драгоценный», «почитаемый». Это имя несет в себе свет и силу, оно звучит мягко, но глубоко, как молитва. Неслихан выбрала его не случайно, это имя, наполненное любовью, смыслом и надеждой. Многие заметили, что на первом опубликованном фото малыша Неслихан прикрыла его лицо рукой. Некоторые поклонники подумали, что это просто художественный прием. Но сама актриса объяснила все очень просто и по-человечески. Неслихан призналась, что малыш еще слишком маленький, и она боится, что его могут сглазить. Для нее материнство – это не повод для публичного шоу, а сокровенное и нежное чувство, которое хочется оберегать. Она также добавила, что не собирается скрывать своего сына навсегда. Но будет делать это осторожно, показывая его понемногу, шаг за шагом, по неделе, чтобы привыкнуть к новому этапу жизни. По ее словам, сейчас главное здоровье и спокойствие Азиза. А для всех, кто искренне любит ее и уважает, она обещает делиться счастливыми моментами. Только не сразу. И это решение вызвало уважение у многих. Потому что материнство – это прежде всего забота, а не картинка для соцсетей. Каждое имя несет в себе не просто звук, а судьбу. Имя Азиз стало символом новой главы в жизни Неслихан Атагуль, главы, наполненной любовью, заботой и светом. Когда-то фанаты мечтали увидеть ее рядом с Бураком Озчивитом. Но жизнь показала, что настоящая любовь – это не фантазия, а то, что человек строит сам, день за днем, рядом с тем, кто по-настоящему любит. Сегодня Неслихан не только талантливая актриса, но и счастливая мама. Она сделала свой выбор, и этот выбор наполнен смыслом, теплом и силой.
Своим примером она показывает, что женское счастье – это не сценарий, а реальность, которую можно прожить по-настоящему. Спасибо за просмотр. Если вам близка история Неслихан и вы хотите следить за ее жизнью дальше, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Впереди еще много историй о звездах, которых мы любим.